An exegetical and theological inquiry into the use and the meaning of the New Testament term charisma poses a formidable task for even the most competent biblical scholar. Введение. Важность даров тогда и теперь. Что учит апостол Павел о дарах духовных? Харизмы я буду говорить как дары. Экзегетическое и богословское исследование использования и значения в Новом Завете термина «харизма» представляет собой очень сложное задание даже для самого компетентного библейского ученого. After centuries of relative silence on the topic, the word charism has now entered into our religious vocabulary in the Roman Catholic Church, thanks primarily to Vatican II's dogmatic constitution on the Church, Lumen Gentium. Если на протяжении многих веков на эту тему практически не говорили, то теперь слово «харизма» снова вошло в наш религиозный словарь. В католической церкви в основном благодаря догматической конституции Второго Ватиканского собора о церкви Lumen Gentium. Other significant ecclesial events of the past century have also helped bring the topic to center stage. For example, the Pentecostal movement among Protestants, the charismatic renewal among Roman Catholics, and the publication of another important decree of the Second Vatican Council, Perfecte Caritatis, on the renewal of religious life. And even the new Code of Canon Law, promulgated in 1983, indicates that the charisms of each religious institute in the Catholic Church now constitute norms to be followed and implemented by men and women religious, according to the unique gift and witness of their founders. Другие значительные церковные события прошедшего века также имеют отношение к тому, что эта тема вышла на центральную сцену. Это пятидесятническое движение среди протестантов, харизматическое обновление среди католиков и публикация еще одного важного декрета Второго Ватиканского собора «Perfecte Caritatis» об обновлении религиозной жизни. Даже в новом кодексе канонического права, провозглашенном Папой Иоанном Павлом II 25 января 1983 года, говорится, что харизмы дары каждого религиозного института в церкви составляют те нормы, которым необходимо следовать и применять в жизни, которые должны все мужчины и женщины религиозных служений в согласии со своим уникальным даром и свидетельством основателей их орденов. Yet even if a significant biblical word like charism now finds its place in our contemporary lexicon, ecclesial lexicon, there's often no clarity about its exact meaning, since we tend to ignore its precise background in the New Testament. Но несмотря на то, что такое слово, как харизма, снова нашло свое место в современном церковном лексиконе, однако ясности об его точном значении до сих пор не существует. И существует тенденция игнорировать словоупотребление в Новом Завете. То, как это слово употребляется в Новом Завете. A quick glimpse at a biblical concordance, however, reveals its Pauline origin. The noun charisma is found 17 times in the New Testament, with 16 occurrences in the Pauline corpus, and only one in the first letter of Peter. Hence, we can safely conclude that this noun is exclusively Pauline. Однако даже быстрый взгляд в библейскую симфонию показывает, что это слово имеет происхождение из сочинений Павла. Существительное харизма, встречающееся 17 раз в Новом Завете, 16 раз встречается в
корпусе сочинений Павла и только один раз в первом послании Петра. Это 4:10. The apostle to the Gentiles was the first to use this term with its Christian meaning. St. Paul, in fact, always wanted to impart spiritual gifts to the many Christian communities that he founded and visited during the course of his missionary journeys. Апостол язычникам был первым, кто использовал этот термин в его христианском значении. Святой Павел всегда хотел поделиться духовными дарами со всеми христианскими сообществами, основанными им, и которые он посещал в течение своих миссионерских путешествий. The words charism and charisma obviously find their roots in the Greek word charisma, but what precisely does this term mean in Paul's letters? Английские слова, ну и русское слово харизма, у которого, кажется, пока нет множественного числа, очевидно происходит от греческого слова харизма, харизмата, но что именно этот термин значит в посланиях Павла? First, a brief word of caution is in order, because during the course of this talk, I'll pronounce the Greek word charisma in our discussion, but please note that I'm accenting this first syllable, charisma, thus making a difference, differentiating from the English word charisma. Я должен предупредить, что здесь я буду употреблять, буду говорить харизма, и это немножко по-другому, чем по-английски звучит слово charisma. Although it is true that an individual like Pope Francis has charisma, he also has a charisma or two. Такой человек, как Папа Франциск, действительно имеет определенную харизму, но у него также, возможно, есть, у него есть и два или сколько-то даров библейского значения. My lexical study is grounded on two significant books on this topic. One by Father Sullivan, now a retired professor who wrote Charisms and Charismatic Renewal, and Father Vanois, who was later named Cardinal, who wrote I Carismi nel Nuovo Testamento. Мои исследования этой темы основаны на двух основных трудах. Это труд харизмы и харизматическое обновление Фрэнсиса Салливана, который... И также вторая работа — это Альберт Кардинал Ванхоу. Это довольно новая монография на итальянском «И каризме». «И каризма in el Nuovo Testamento». Charisma, a brief semantic study. We now begin with our brief semantic study. The Greek noun charisma is derived from the verb charisma, to say or to do something pleasing to someone, to show oneself generous, to give a gift to someone. Мы начнем с краткого семантического исследования. Греческое существительное харизма происходит от глагола харизомai, говорить или делать что-то, что причиняет кому-либо удовольствие, либо проявлять щедрость, или что-то дарить кому-то. This suffix ma, which we can see clearly, the suffix expresses the result of an action. In this case, the result of the action of giving, namely a gift. Суффикс «ма» выражает результат действия. В данном случае результат действия дарения, то есть дар. The verb also gave birth to another noun, charismos, a much rarer word that means the action of doing or of bestowing a favor, the action of giving a gift. Также существует другое слово, происходящее от этого глагола, намного более редкое, харизмос. И оно обозначает процесс дарения или оказывания какого-то
чего-то... Do me a favor. Сделай одолжение. Ну, в общем, вы поняли. Услуга, да. В общем, не так. In the first century, Greek speakers in the Roman Empire easily grasped the meaning of charisma and just as easily understood its place in its semantic field. In short, charisma is closely related to the verb it derives from, charisma, as well as its first cousin, the noun charismos. В первом веке грекоговорящие жители Римской империи легко понимали значение слова «харизма» и также легко понимали его место в семантическом поле. Кратко говоря, харизма имеет тесное отношение к тому глаголу, от которого происходит харизма, а также к своему двоюродному брату, существительному харизмос. In the next slide, we can see other related words. Charis, grace. Eucharisto, to thank, to give thanks. Eucharistos, charisterion. Eucharistia, obviously to describe the central sacrament of Christianity. Kairein and kara, joy. Другие родственные слова это харис, благодать, эухаристо, благодарить, а также эухаристос, харистерион, эухаристия. Это слово вновь употребляется сейчас в богословском языке. Hence the English... А также слова хайрейн, радоваться, и хараджо, радость. Hence the English word charism comes for the Greek charisma, a word that always kept its general meaning of something given out of generosity or the effect of an act of benevolence, a generous gift, a gift freely given. Так, наше английское слово харизма, происходит от греческого харисма. Это слово всегда сохраняло основное значение, общее значение чего-то подаренного от щедрости или результат действия какого-то благодетельного действия, или щедрый дар, или дар, дарованный очень щедро. In the English translations of the decrees of the Second Vatican Council, we find the translation special grace. В английских переводах декретов Второго Ватиканского собора мы находим перевод «особая благодать». In the New Testament, the noun charisma refers exclusively to divine gifts that are related to either God the Father, Jesus Christ, or the Holy Spirit. В Новом Завете существительное «харисма» относится только к божественным дарам, связанным с Богом Отцом, Иисусом Христом или Святым Духом. In other words, human beings are not capable of giving charismata to one another, as this is strictly a divine initiative. Другими словами, люди не способны друг другу давать харизмата. Тут необходима только божественная инициатива. Many of our modern Bible translations translate charisma as free gift, although the American Catholic translation, along with the NIV, the International Version, often translated simply as gift. Во многих современных библейских переводах слово «харизма» переводится как «бесплатный дар», «free gift». Хотя в американском католическом переводе NAB, а также в New International Version часто оно переводится просто как «дар». However, since Greek has another word for gift, namely dorea, and since St. Paul also uses this noun in his letters, I think it wise, for the sake of clarity, to make a distinction between the two nouns. Однако в греческом языке есть и другое слово для дара, это «дория». И поскольку апостол Павел употребляет и это слово в своих посланиях,
Я думаю, будет мудро для большей ясности провести какое-то различие между этими двумя существительными. Next slide. Hence, in order to capture the linguistic relationship between the Greek nouns charisma and charis, grace, I would like to propose another possible translation of the term charisma, gracious gift. Следовательно, для того, чтобы выразить лингвистическое соотношение между греческим существительным харисма и харис, благодать, я предложу еще один возможный вариант перевода термина харисма – это благодатный дар. The English adjective gracious, which we can see here, gracious, showing divine grace, obviously derives from the English noun grace, and so this translation will help remind us of the essential role of God's grace, both for Paul's theology in general and for our study of charisms in particular. Английское прилагательное благодатный, gracious, очевидно происходит от существительного grace, благодать, и поэтому такой перевод поможет нам напомнить о этой важнейшей роли божественной благодати, как вообще в богословии Павла, так и в теме харизм. And now we will go to the English translation, so 2.1, exactly, in Russian. I now invite you to take your handout, and I will read a translation, and then... Сейчас посмотрите в раздаточном материале. Там будет фрагмент. So this English translation. Английский перевод, первое послание Коринфянам 12:1-11. Okay. 1 Corinthians 12:1 through 11. I will read a few verses and then he will read the Russian. Я прочитаю несколько стихов, потом он прочитает по-русски. Verse 1. Now, in regard to spiritual things or persons, brothers and sisters, I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans, you were constantly attracted and led away to mute idols. Therefore, I want you to know that nobody speaking in the Spirit of God says, Jesus be accursed, and no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, дарах в отдельно курсивом. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафема на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. There are different kinds of gracious gifts, charisma, but the same Spirit. There are different forms of services, but the same Lord. There are different workings, but the same God who works all of them in all the brothers and sisters. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. To each one, the manifestation of the Spirit is given for some benefit. To one is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge, according to the same Spirit. Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. To another, a gift of faith by the same Spirit. To another, gracious gifts, charismata, of healing by the one Spirit. Иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, discernment of spirits. To another, varieties of tongues. To another, interpretation of tongues. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. And in all these things is at work one and the same Spirit, distributing to each one as he wishes.
Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Before I begin my comment on the text, I just want to point out the literary composition, which you can see also on your handout. Прежде чем я буду говорить об этом фрагменте, я бы хотел обратить ваше внимание на литературную композицию его, которая тоже находится на розном листочке. So as we look at 1 Corinthians 12 through 14, we appreciate its concentric composition. A, B, A prime. Здесь мы видим концентрическую композицию. Кольцевая композиция. In A, spiritual gifts in general, diversity and unity, 12, 1 through 30. Значит, сначала духовные дары в целом, их различие и единство. Это 12, 1-30. B, love is the most important of all, 13, 1 through 13. Далее фрагмент, где говорится, что любовь это самое важное, 13 глава с 1 по 13. And A prime, two spiritual gifts in particular, speaking in tongues and prophecy, 14, 1 through 40. И затем А1, два конкретных духовных дара, говорение на языках и пророчество. And now, specifically about our pericope, this concentric composition, ABA prime, is mirrored in each of the three chapters, chapter 12, 13, and chapter 14. И такая кольцевая композиция отражается в каждой из трех глав, 12, 13 и 14. And now, in light of that, I'd like to move on to a quick reading of the text, and which I hope will help us understand better this word, charisma, in its context. И теперь я переведу к быстрому прочтению этого текста, которое нам поможет понять смысл слова харизма. The interpretation of the brief introduction, which is verses 1 through 3 of the chapter, that has proven rather problematic for many exegetes, since the connection between the three verses is not at all clear. Nevertheless, verse 1 plainly presents the theme that Paul wants to develop in the next three chapters, now in regard to spiritual things, persons. Истолкование краткого введения главы оказалось для многих экзегетов довольно проблематичным, поскольку связь между тремя стихами не совсем понятна. Тем не менее, первый стих совершенно очевидно вводит тему, которую Павел хочет развивать в дальнейших трех главах. The antithetical transition between the end of verse 1, I do not want you to be ignorant, and the start of verse 2, you know that, allows Paul to praise his addressees for what they know and instruct them about what they do not yet know. Между концом первого стиха «Я не хочу, чтобы вы не знали» и началом второго стиха «Вы знаете» существует антитетическое напряжение, и оно позволяет Павлу похвалить своих адресатов за то, что они уже знают, и также наставить их в том, чего они не знают. The figure of antithesis, well known to Greek speakers at the time, permeates the apostles' explanation of spiritual realities. Фигура антитезиса, хорошо знакомая грекоговорящим людям того времени, пронизывает все объяснение духовных реальностей апостолом Павлом. The disclosure formula of verse 1, with its double negative, I do not want you to be ignorant, offers a fine example of the rhetorical figure of litotes. Вводная формула стиха первого со своим двойным отрицанием «я не хочу, чтобы вы не знали» является характерным примером риторической фигуры литота.
This serves to highlight his desire to teach his church about spiritual matters in a detailed and comprehensive way. Таким образом, он подчеркивает свое желание объяснить церкви духовные материи в очень подробном и доступном виде. Unfortunately, the Greek text of verse 2 is uncertain, and it still poses a challenge for textual criticism. К сожалению, что касается второго стиха, то его текст не до конца ясен. Он еще представляет загадку для текстуального, как это называется, текстологии. Для текстологии. Нет, да, текстовая критика. Нет. Текстуальная Для критика. текстологии. Вот, текстология, да. Текстуальная критика. Изучение текста больше. Можно сказать текстуальная критика? Да. Хорошо. At any rate, this example of rhetorical antithesis serves to heighten the stark contrast between the Corinthians' own religious experiences. In the past, as pagans, they worshipped mute idols, but now, thanks to the gospel, they worship in the Spirit of God, the Holy Spirit, and speak their prayer to the Lord as sons of daughters of the living and true God. В любом случае, этот пример риторической антитезы служит для того, чтобы подчеркнуть сильный контраст между различным духовным, религиозным опытом коринфян, их прошлым опытом, когда они были язычники и поклонялись немым идолам, и тем, что благодаря Евангелию они поклоняются Духу Божию и обращаются к Господу как сыновья и дочери. We note in verse 3 yet another contrast between two competing Corinthian slogans. The formula of praise, Jesus is Lord, the distinctive sign of Christian identity and positive profession of authentic Christology, confer Romans 9:3, and the formula of blaspheming, Jesus be accursed. All believers who profess Jesus as Lord do so only through the power of the Holy Spirit. В стихе 3 мы замечаем еще один контраст между двумя христианскими формулами. Это формула восхваления Иисус Господь, которая является отличительным признаком христианской идентичности и исповеданием истинной христологии. Сравните Римлянам 9.3. И формула хулы, не буду говорить. И здесь говорится, что все верующие, которые исповедуют Иисуса Господом, делают это только силой Святого Духа. In the next three declarative sentences, namely verses 4 through 6, the Apostle begins his presentation of the Christian experience of life in the Spirit with three different nouns in parallel fashion, i.e., gracious gifts, charismata, verse 4, services, diakonia, verse 5, and workings of divine power, energemata, in verse 6, all three in the plural. Paul connects them with the three persons of the Trinity, each one in the singular, the same Spirit, the same Lord, the same God. В следующих трех предложениях апостол начинает свое объяснение христианского опыта жизни в духе с использованием трех различных существительных параллельно. Это благодатные дары, харизмата, служение, диакония и действие божественной силы, энергемата. Все они употреблены во множественном числе. И Павел связывает их с тремя лицами Троицы, которые упоминаются в единственном числе. Тот же Дух, тот же Господь, тот же Бог. Since elsewhere in the chapter, Paul ascribes these three charisms first to the Spirit, confer 12:11, and then to God, confer 12:28, it seems best to interpret this Trinitarian formula as a way of emphasizing the divine origin of the charismata. Поскольку в других местах этой главы Павел приписывает три
дара Духу, а потом Богу, то кажется лучшим проинтерпретировать тринитарную формулу как способ подчеркивания божественного происхождения харизм. Without a doubt, spirit, pneuma, represents the key word of verses 4 through 11. Its occurrence in verse 4 and verse 11 serves to form an inclusio, a ring construction that delimits the subunit from what precedes and from what follows. Без всякого сомнения, слово «дух» является ключевым в стихах с 14 по 11. Оно встречается в 4 стихе и в 11 стихе, формируя инклюзию, кольцевую конструкцию, которая отделяет этот фрагмент от того, что предшествует и что следует за ним. As is usual for the apostle, the title Lord here clearly refers to Jesus Christ, the Spirit, the Lord, and God, the Father, in perfect intent and harmony, actively enrich the church with countless divine blessings. Как это обычно у апостола Павла, слово «Господь» в данном случае явно указывает на Иисуса Христа. Дух, Господь и Бог, то есть Отец, в единстве и гармонии обогащают Церковь бесчисленными божественными благословениями. Yet again, the author uses the figure of antithesis, this time to contrast the plurality of charisms so freely distributed among the Corinthians and the one divine source from which they all spring. Опять же, автор употребляет фигуру антитезы, в этот раз противопоставляя множество харизм, так щедро распределяемых среди коринфян, и единство их божественного источника. The parallelism of the three sentences, therefore, underscores the similarity of the internal relationship of the three pairs, i.e., the relationship between diversity and identicalness. Параллелизм трех предложений подчеркивает сходство внутреннего отношения трех пар, отношения между разнообразием и идентичностью. The plural noun charismata in verse 4, repeated in verse 9, captures our attention for the purposes of my talk today. Сегодня наше внимание я хочу привлечь к существительному во множественном числе харизмата в стихе 4, который повторяется в стихе 9. As we noted already, it is a uniquely Pauline term that, in the plural, conveys how God distributes God's many gracious gifts in differentiated and various ways. Как мы уже отметили, это уникальный Павлов термин, который при употреблении во множественном числе описывает, как Бог распределяет множество благодатных даров самым различным образом. In verses 7 through 10, Paul next provides a list of gracious gifts that illustrates his statement in verse 4. The theme of diversity and difference is accentuated by the repetition of to one, to another. The Greek word allos occurs 5 times, and heteros twice, while the contrasting theme of uniformity and unity is stressed by the repetition of the noun spirit. The Greek noun pneuma appears 5 times. В стихах с 7 по 10 Павел дает список благодатных даров, который иллюстрирует его утверждение, сделанное в стихе 4. Тема разнообразия и различия подчеркивается при помощи повторения слов «один», «другой». Греческое слово «другой»
Два разных греческих слова, означающие другой, встречаются, соответственно, 5 и 2 раза. При этом контрастирующая тема единства, униформности, она обозначается повторением существительного «дух». И слово «пневма» 5 раз встречается. To one, to another, therefore, emphasizes more the idea of distribution than the idea of universality. Один и другой подчеркивают тему распределения, а не универсальности. To the different charismata corresponds the verb is given, repeated twice in the text, first in verse 7, again in verse 8, but understood as coupled with every particular gift listed, a classic example of the divine passive that deftly reveals the divine nature of the Spirit, who apportions these gracious gifts to certain believers in Christ. Различным харизмата соответствует глагол «дан», повторенный дважды в тексте, в стихе 7 и 8. Но он относится к каждому дару. И это классический пример божественного пассивного залога, который раскрывает божественную природу Духа, который дает все эти дары определенным верующим во Христа. Some Christians receive the manifestation of the Spirit, verse 7, i.e., the external expression of the Spirit, both for their own good as well as for the good of the church. Некоторые христиане получают проявление Духа, то есть внешнее выражение Духа, как для своей собственной пользы, так и для пользы всей церкви. In this sense, a charisma is also useful for the person who receives it, since it builds up his or her relationship with God and serves to enrich God's family. В этом смысле слово «харизма», сама харизма также полезна для самого человека, который получает ее, поскольку она ложится в основание его отношений с Богом, определяет его отношения с Богом и таким образом служит, чтобы обогатить Божию семью. I'm aware that time is passing, and I would like now to move on to my conclusions. Я понимаю, что время уже подходит к концу, и я уже хочу перейти к заключению. First, some significant findings, and I will end with this paragraph. Для начала некоторые интересные находки. Since Paul uses the technical term charisma exclusively with regard to divine gifts, and since charisma expresses a clear relationship with God's grace, I proposed gracious gift as a possible English translation. Поскольку Павел употребляет технический термин «харизма» исключительно в отношении к божественным дарам, и поскольку это слово выражает очевидным образом отношение с божественной благодатью, я предложил благодатные дары как возможный перевод. In short, charisms belong to the order of grace, and as such are not to be confused with natural gifts, talents, or ordinary human situations, like one's race, sex, social condition, profession, etc. Харизмы относятся к порядку благодати, и поэтому они не должны быть смешаны с естественными дарами, талантами людей или какими-то человеческими ситуациями, например, принадлежность к определенной расе, полу, положение в обществе, профессии и так далее. The principal characteristic of this technical term is that it describes a special grace given to some members of the church, but not to all, for specific benefit and profit. Основной характеристикой этого технического термина является то, что он описывает особую благодать, данную некоторым членам церкви, но не всем, для какой-то конкретной пользы. And I conclude with this final sentence. The sheer diversity of gracious gifts reveals the superabundance of divine life that God chooses to
communicate to the followers of Jesus through the activity of the Holy Spirit. Разнообразие благодатных даров раскрывает преизбыточествование божественной жизни, которую Бог решил поделиться с последователями Иисуса через деятельность, через действие Святого Духа. There are still a few paragraphs left in this text, which, God willing, will be published. And if Father Tomas invites me back to Moscow, I will gladly come. Есть еще некоторые абзацы этой работы, которые, если Бог благословит, будут опубликованы. И если меня еще раз пригласят, я буду рад приехать снова. Благодарим отцу Скотт за его доклад. К сожалению, у нас нет времени для вопросов, но потом у нас будет время на чайпитие. Вот. Есть изменение, пожалуйста, есть изменение, маленькое изменение программы. Так что вот есть время для вопросов. More time for you. Oh, we have more time. Yeah. My question refers to the very first verse of the chapter that you're discussing. And probably this may also be relevant to the topic that you were discussing in your presentation. Вопрос относится к тому первому стиху и, возможно, как-то релевантен и для темы. The passage begins with передатон pneumatikon. Exactly. How to translate pneumatikon. Yes, and as far as I remember, all the translations and commentaries refer this pneumatikos here to the gracious gift, Exactly. as you translate. But I always was puzzled whether we can also read here pneumatikos as referring not to the gift, But to the person. yes, but to the person. Yes. Because we That have is also possible. you have the same model, for example, Periton Parthenon, in the same message, and pneumatikos is also used quite often in Paul's letters, refer to a person. My response to that is, and again, this is the beauty of the Greek language, where both are possible. We translators must choose spiritual things or spiritual persons. I think Paul understood it and the Corinthians understood it, both. Because spiritual persons are those who have received spiritual gifts. So they go together. Я перейду сначала свой вопрос, потом ответ на него. Вопрос был такой, что слово пневматикос, употребленное в начале этой главы, что же касается духовных пневматикой, пневматика, это стоит в начале, идет речь о духовных дарах в качестве подзаголовка этой главы, или идет речь о людях, обладающих духовными дарами. Во всех переводах, которые мне известны, подразумевает, что речь идет именно о духовных дарах. Но мы знаем, что Павел использует то же самое довольно часто, тогда, когда речь идет про людей, обладающих этими дарами. И та же самая конструкция используется чуть раньше, в параллельном месте, когда речь идет о девах, да, Передон Партенон. Вот. But of course, the challenge of translation, we must choose one or the other. И ответ был то, что, возможно, здесь переводчику имеет смысл учитывать оба значения, что Павел имел в виду и то, и другое. Вот. Переводчик обязан выбирать, но Павел, возможно, имел в виду и то, и другое. Just one short note. I think that probably if we understand here pneumatikos as referring to a person, this would make your argumentation even more stronger. That's my understanding. Thank you. Возможно, что если понимать, что здесь речь идет о том, что пневматикос относится к человеку, а не та пневматика к дарам, то, может быть, даже та аргументация, которую мы выслушали,
будет как бы дополнительная гика. Спасибо. I hope that my insights may help you with your Russian translations. Надеюсь, что то, о чем я говорил, поможет и при русском переводе. Еще вопросы? Another question maybe about the sixth verse. Yes. In your translation, it's written workings, energemata. But could you maybe just say how you understand this? Because I understand quite well charismata and diaconia, but So the idea of energemata, what can it be? the English, the workings, the gerund in English captures the sense of ongoing activity, as opposed to a workings. Workings in English implies an ongoing, continuing the action. Да, я спросила вот про 6 стих действия, да, то, что действия различные, но один действующий. Вот, потому что мне кажется, что харизмы более-менее, вот, особенно после этого доклада, мы понимаем, и диакония, да, вот эти служения тоже понятно. А вот это третье, мне как-то менее всегда было понятно, что это действия, да, какие-то энергематы. Вот, и профессор говорит, что это какое-то продолжающееся действие, да? Энергемат — это то, что continuing process. Продолжающееся, да, длительное действие. Which underscores, and we have no time for that, but later in my conclusion, emphasizing the action. The Holy Spirit is active, presently at work, continuing to work in the church through the workings of these gifts. Господь продолжает действовать в церкви через вот дары. И это вот продолжающееся его воздействие, его действие в мире, вот, видимо, об этом речь, да, энергемата. Thank you so much. You're welcome. Can I just add one thing and ask you a question about this? Gordon Fee, who wrote quite a lot about... An excellent monograph. Yeah, he says that energemata are the miraculous things such as healings or resurrection from the dead and so on. So if you are Gordon Fee, he has 2 monographs on this. Do you agree with his conclusions? Because what you were saying, I think it's more broader understanding than just something miraculous. Broad enough, obviously, to include miracles, but not to coincide with the saving grace that comes with baptism given to everyone. So it's a subset among all Christians, and certainly it does have to do with special events, miracles, and so forth. But I would like to see it even broader than that. Ну вот у Гордона Фи это как-то узко относительно чудесных вещей, чудес, воскресений и так далее. Вот, профессор Скотт, исцелений, профессор Скотт говорит, я хотел бы смотреть на это немножко шире, включая сюда все то, что Господь делает, начиная с крещения в жизни человека. I have a very interesting question about chapter 14, mostly, where Paul regulates the actions of the Holy Spirit somehow. It seems quite strange, because these prophecies and tongues, they are somehow God acting through people. And then he says, somehow don't do that, or do it another way. So what's his position? Like, very strange. Do you want to translate? Я задал вопрос о 14 главе, где Павел как бы регулирует действие Святого Духа, и это производит несколько странное впечатление. То есть
говорение на языках и пророчество даются непосредственно Богом, и получается, что Павел это каким-то образом, что ли, подвергает критике. То, как Бог проявляется через разных людей, и вот что это за позиция у него, вот эти вот. In chapter 14, Paul focuses in on two of the gracious gifts in particular, namely prophecy and speaking in tongues. В 14 главе Павел концентрируется конкретно на двух дарах. Это пророчество и говорение на языках. Both are good and both are given by the Holy Spirit. Оба они хороши, даны Святым Духом. But Paul wants to correct the Corinthians. Но Павел хочет исправить Коринфян. They have put far too much emphasis on their speaking in tongues and have become proud in this spiritual gift. Они слишком большой акцент сделали на говорении на языках и стали гордиться духовными дарами. And in their misuse of this gift, they are dividing the church into factions. И произошло злоупотребление этим даром, которое привело к разделению в церкви. Instead, prophecy is a gift that unites the church and builds it up, and Paul says this is to be preferred. Но пророчество это такой дар, который объединяет церковь, и именно на этом делает акцент Павел. So in chapter 14, he points out that in spite of the divine origin of speaking in tongues, it is insufficient and can be misused, therefore creating divisions. Таким образом, он говорит, что несмотря на то, что происхождение даров божественно, но каждый из них сам по себе недостаточен, и им можно злоупотребить. Instead, the gift of prophecy is to be preferred because through prophecy, this understanding of prophecy is what we would maybe call like homily, applying the good news to this concrete situation here and now, and how that obviously can only edify the church and unite it. И он просит верующих обратить больше внимания на дух пророчества, поскольку он именно помогает видеть действия Бога в каждой конкретной ситуации, и это очень полезно для церкви. Назидает. Назидает.